Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами встречаемся в конце декабря, чтобы обсудить итоги уходящего года. Поговорить о том, каких результатов удалось добиться в развитии экономики, социальной сферы, страны в целом. И, конечно, какие вопросы требуют более пристального внимания и дополнительных усилий и от федерального правительства, и от коллег в регионах, как в ближайшее время, так и на перспективу. Отмечу, что правительство действует слаженно, профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые позитивные изменения в жизни граждан, в жизни всей страны. Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается. У нас стабильные ключевые макроэкономические показатели. Постепенно меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью. Снижается инфляция. На исторически минимальном уровне находится безработица. Принципиально важно, что правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны. Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми. Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность, и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов. Их запуск стал во многом знаковым, важнейшим событием текущего года. Что здесь хотел бы вновь подчеркнуть? В рамках национальных проектов ведется большая напряженная работа вместе с региональными командами, бизнесом и общественными объединениями. И наша общая задача – добиваться долгосрочных национальных целей развития. А это в первую очередь преодоление демографических вызовов, выход на уверенный рост рождаемости. Нужно вывести на новый качественный уровень отечественную экономику и технологическую сферу, укрепить системы здравоохранения и образования, решить системные вопросы в части инфраструктуры, благоустройства наших городов и поселков, повысить качество жизни российских граждан. Повторю, перед нами стоят амбициозные задачи, но таково требование времени, таков запрос со стороны граждан России. И только вместе, только с полной отдачей сил, с максимальной ответственностью и включенностью на каждом участке мы сумеем добиться успеха. Именно к такой конструктивной работе, нацеленной на результат, и призываю всех в следующем году, да, и в дальнейшем. Что еще хотелось бы добавить? На прошлой неделе, как вы знаете, состоялась прямая линия, в том числе обсуждались темы, которые поднимали граждан, в том числе обсуждались темы, которые граждане поднимали. Среди них был и вопрос от многодетных семей. Вы знаете, дело в том, что семьи теряют право на получение единого пособия в том случае, если их совокупный доход совсем немного превышает установленные критерии. Мы обсуждали этот вопрос с Михаилом Владимировичем совсем недавно, буквально пару дней назад. Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи. Но деньги-то выделяются ведь на эту тему? Выделяются. Значит, вы знаете, дохода никакого для бюджета не будет, если эти выделенные деньги не будут поступать семьям. Человек пошел на работу. И что? Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряла, но чтобы у них прибавка была какая-то к семейному бюджету. Иначе нет смысла на работу выходить. Какой смысл тогда? Или работать в серую. Что и для бюджета плохо, поскольку налоги, хоть и сниженные налоги, но все-таки будут полностью отсутствовать. Правда ведь? Поэтому я очень прошу коллег в правительстве, да и в Государственной Думе, в регионах оперативно доработать, принять взвешенные решения в пользу российских семей. Еще один вопрос, который прозвучал на прямой линии, он касается штрафов для застройщиков, которые нарушают сроки передачи квартир дольщикам.
Как вы помните, мы во время пандемии ввели мораторий на такие штрафы. Сделали это, чтобы поддержать строительную отрасль, и с тех пор мораторий несколько раз продлевался. Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков. В то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается. Нынешний мораторий на штрафы за нарушение сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать. При этом обращаю внимание коллег, надо вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли свои обязательства перед покупателями жилья в намеченные сроки. Это то, о чем хотел бы сказать в начале нашей беседы, а сейчас хочу поздравить всех членов правительства, коллег в аппарате правительства, в субъектах Федерации, коллективы министерств и ведомств с наступающим Новым годом. Спасибо вам большое за совместную работу. И я рад видеть, что сегодня правительство в полном составе, представители различных ведомств и силового блока здесь присутствует, руководитель Центрального банка, да, здесь? Здесь. Я бы вас просил почаще бывать на заседаниях правительства. Михаил Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хочу поблагодарить вас за оценку работы правительства в уже завершающемся 2025 году, как и в предыдущие годы. Перед Россией возникало немало вызовов, много сложных задач решалось. Это продолжающиеся санкционные ограничения в отношении нашей страны, непрекращающиеся попытки расшатать нашу экономику, вывести ее из равновесия. Под вашим руководством мы работаем единой сплоченной командой, как отлаженный механизм, решая поставленные задачи. Благодаря вашему наставничеству убежден, что все выполнимо и в будущем. Каждый из нас понимает главные цели этой работы – достичь устойчивости ключевых сфер – промышленной, финансовой, социальной, и создать дополнительные возможности для развития нашей страны, обеспечить благополучие граждан. Все это определено в национальных проектах по достижению технологического суверенитета, утвержденных вами, и в других стратегических документах, которые мы последовательно выполняем. Продолжим также со всей ответственностью делать все, что от нас зависит, оправдывая высокое доверие, которое вы нам оказали. Ну и, конечно же, позвольте от всех членов правительства вас поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым, пожелать всего самого доброго, благодарить за совместную работу. Спасибо, Владимир Ильич. Спасибо еще раз.